Карма, естественно, есть, карма существует, от нее никуда не денешься. Карма – это прерогатива восточных учений всех. То есть каждый человек уже рождается несколько раз на этой планете, он попадает в колесо кармическое и в долговую яму соответствующую. Если он что-то не доделал в этой жизни, он потом должен доделать в следующей жизни. То есть нормально колесо смертей и рождения, это существует, и многократно доказано мной лично. То есть если я знаю, что этот человек родился в прошлой жизни, он был кем-то конкретным, я проверяю, как правило, на 25 предметах, словах, как он будет себя вести. Хорошо, если это с самого детства проявляется. Ну, допустим, конкретный пример. Рождается ребенок, который в прежней жизни был учительницей. И вот этот ребенок, которому, простите, годик, его ведут покупать подарок для него в годик, и он выбирает парту. Или, допустим, следующий ребенок, которому еще и года нет, в игрушке выбирает, а в прежней жизни занимался шеф-поварством, выбирает только кастрюли и ими звенит. То есть поначалу, когда приходят люди, они еще маленькие совсем, они пытаются повторить то, что есть. Или еще один мальчик, который, я его подвожу к воде, он кричит: я тонул, я не пойду. Ребенку 2 года. А детям можно верить, потому что дети, они еще не искушенное сознание, они специально не делают. Или я нахожусь с одним человеком, мы приезжаем на определенный остров, идем в один музей. И он мне до того, как мы вошли, говорит: вот здесь сейчас будет стоять сундук, вот здесь сейчас будет лежать меч, вот здесь сейчас будет определенная сеть, а здесь будет фото. И когда мы проходим, это все реальностью оказывается. Ну как, это же реальность, абсолютная реальность. То есть он никогда здесь не был, а вот все это происходит. Более того, я еще знаю, что если у человека карма близко, он начинает пить капучино. Поэтому, когда мы подъезжаем к этому острову, водитель, который нас везет, вдруг, пожалуйста, начинает нас угощать капучино из определенного автомата у определенной девушки. А когда мы на следующий день после считывания кармы, что такое считать карму? Это взять энергию кармы. И когда человек, который был со мной, взял эту энергию кармы, более того, оказалось, он потом стал рассказывать, что эта книга у него под подушкой лежала всегда, об этом морском исследователе, в чей музей мы зашли, то эта же девушка сказала, что у нее нет никакого капучино, и простите, пожалуйста. То есть не оказалось ничего. Капучино не было, девушка была, автомат был, но нам никто ничего не дал, никто не платил за наше капучино и так далее. То есть я всегда очень четко слежу. Хочется мне капучино, не хочется. Если хочется, я думаю, ну все, к чьей-то карме подходит. Почему именно капучино? Потому что кофе есть знак личной траектории, а капучино делается всегда с молоком. А молоко из замедления. И когда нам нужно попасть в карму, мы всегда пьем молоко. Вот почему на Востоке так любят молоко. Вот эти священные коровы, где кармические учения развиты. Почему? Ой, у меня был такой эпизод интересный. Я была в Монголии, и меня принимал высший духовный сан Монголии, а у них как раз был праздник. Они берут с молока пленку и 40 дней ее собирают. То есть одна пленка с молока, вторая пленка, и вот 40 дней. И вот этот пирог. И он, конечно, меня как самого почетного гостя сначала повел и стал угощать этим пирогом. Но я испытала немыслимое чувство, конечно. Потому что я понимаю за 40 дней, что могло накопиться на этой пленке молока. А еще в Тибете было тоже интересно, то есть мы заходим в храм Майтрея, там встречается священнослужитель, у него все шапки всех предыдущих лам, которые были, и вот он этими шапками, посвящая, начинает стучать по голове, и, конечно, пыль такая невозможная, а пыль – следующий знак кармы. Как только мы попадаем в пыль, как только много идет напыление чего-то, значит, это опять кармический знак. У тебя нет личной траектории. Кофе есть личная траектория. Я говорю только про капучино, отдельный вид кофе. То есть кофе, которое не просто с молоком, а с пенкой молока, чтобы это все пузырилось еще в результате. Да, стараются прийти, потому что это все родное. Ой, да что рассказывать. Конечно, когда я была в Антарктиде, переплываем пролив Дрейка.
Там нам сразу сказали: вы ложитесь, чемоданы все будут по каютам кататься, шторм будет всегда. И, пожалуйста, просто лежите, привяжитесь ремнями. И вот мне снится первый сон. Человек говорит: я хочу воплотиться. Я говорю: тебе зачем? У тебя и так все хорошо. Ты ушел уже за Солнечную систему. Нет, я хочу. Хорошо. На следующую ночь мне снится опять этот человек, опять говорит: я хочу воплотиться, я должен воплотиться. Я ему опять объясняю, что не надо тебе воплощаться. Тебе все, что ты сделал, у тебя уже карма разомкнута. Тебе не нужно больше на эту землю, лети на другую планету, проживай другую жизнь. Нет, я хочу к своим родным и близким. Я хочу иметь прежнюю фамилию. Я хочу быть только в другом городе, но среди той же семьи. Ну, на третью ночь, когда снова он ко мне появляется, я говорю: да иди, пожалуйста. Конечно, нам так легче. Я же написала целую книгу «Невероятно родное». Потому что когда мы уже там были привязаны, наши струны выстроены, вибрации нам знакомы, на знакомые всегда же легче. Говорят, знакомая дорога короче.